Привет, друзья! Со временем многие фанаты заметили, насколько очевидно, что Чингук проявляет привязанность к Тэхёну. Эти небольшие, но неизменные детали указывали на особую связь между ними. Одним из самых заметных был взгляд Чингука. Это был не просто случайный взгляд между друзьями, это был взгляд, словно кто-то с глубокой привязанностью наблюдает за своим партнером. Это выражение внимания, интереса и нежности повторялось множество раз, заставляя многих осознать, насколько особенными были их отношения. Особенно ярким примером стала ситуация, когда 7 участников группы собрались вместе, когда все собирались сесть, Чингук выглядел не на своем месте. Это было не случайно, дело было в том, что он смотрел прямо на Тэхёна, даже Шуге пришлось коснуться его руки, чтобы помочь ему вернуться в нужное положение. Такая реакция обычно не встречается между обычными друзьями. То, как Чингук отвлекался в присутствии Тэхёна, казалось совершенно естественным, как будто все, чего он хотел в тот момент, это уделить ему внимание. Более того, бывали случаи, когда Чингук непреднамеренно оказывался рядом с Тэхёном, он корчил рожицы, улыбался ей или просто крутился вокруг нее без видимой причины. Казалось, он пытался рассмешить ее или поднять ей настроение. Эти мелочи, которые многие могут не заметить, на самом деле имеют огромное значение. В отношениях подобные жесты случаются часто и постоянно, как будто это естественно. Один момент, который привлек мое внимание, произошел во время недавнего прямого эфира, где они впервые оказались вдвоем перед камерой. Атмосфера была непринужденной, без других участников группы, и с самого начала между ними ощущался комфорт. Они оба были расслаблены, смеялись вместе и вели себя так, будто давно знакомы. Во время прямого эфира был момент, когда Чингук пользовался телефоном, и Тэхён, из любопытства, подошел посмотреть, что он делает. Чингук, не раздумывая, показал экран телефона, ничего не скрывая. Этот жест, хотя и может показаться незначительным, отражает огромное доверие. В большинстве случаев такое взаимодействие мы видим в очень близких отношениях, особенно в парах. Демонстрация телефона без колебаний говорит об отсутствии секретов, о полном доверии, о том, что происходит, когда два человека разделяют нечто большее, чем просто дружба. Еще один особенный момент произошел, когда Тэхён посреди прямой трансляции взял Чингука за щеку и притворился, будто это обычное дело, и на самом деле между ними так и было. Тактичное прикосновение друг к другу, совместный смех и проявление физической ласки, независимо от того, кто за ними наблюдал, были одним из самых очевидных знаков, которые можно было увидеть между ними. Это не казалось запланированным, вместо этого все происходило очень естественно, как будто их жесты были молчаливым способом показать свои истинные чувства. Хотя они никогда не говорили прямо о том, кто они, их действия говорили о многом. При каждой возможности они выражали эту особую привязанность друг к другу. То, что вы видели, было не просто близкой дружбой, но отношения, которые имели все элементы настоящей пары. Им не нужны были ярлыки или публичные заявления, чтобы доказать это, они делали это по-своему, в каждой детали, которые делились, в каждом моменте, когда они ставили друг друга на первое место, несмотря ни на что другое. Теперь я хочу поговорить о посте, который вызвал некоторый дискомфорт, и не из-за простого расхождения во мнениях, а потому, что он отражает неуважение к Чингуку как к человеку и как к артисту. На изображении Чингук изображен как телохранитель Чимена, что не только неправильно, но и принижает его ценность в группе и как публичной фигуры. Подобные комментарии абсурдны, и те, кто их делает, похоже, не понимают важности уважительного отношения к каждому участнику. Считать, что Чингук существует исключительно для того, чтобы следовать за Чимином или защищать его, не только несправедливо, но и способ принизить все, что он построил. Чингук – один из самых цельных артистов своего поколения, с яркой сценической харизмой, голосом, выделяющимся в любом выступлении, и дисциплиной, которую он демонстрировал с подросткового возраста. Назвать его телохранителем – это не комплимент, а способ принизить его. Более того, некоторые считают некоторое взаимодействие Чимена и Чингука романтичными. На самом деле, многие из этих ситуаций отражают не привязанность, а отсутствие внимания. Явный пример – момент, когда Чимен пытается ударить Чингука по лицу. В этом нет ничего романтического.
Если присмотреться, можно увидеть, что Чингук испытывает дискомфорт. Это не милый, нежный или уважительный жест, и больше всего беспокоит то, как некоторые люди используют такие моменты для создания историй, которые даже не соответствуют реальным отношениям, которые мы видим между ними. Очевидно, что отношения Чимина и Чингука долгое время культивировались рекламным контентом. Многие из этих сцен или взаимодействий были частью корпоративной работы, призванной привлечь внимание и увеличить продажи. Эти сцены не имеют ничего общего с их личной жизнью и не отражают их истинных чувств. Тем не менее, есть люди, которые продолжают использовать Чингука как очередную часть этого вымышленного повествования. Печально то, что те, кто утверждает, что восхищаются Чингуком, на самом деле его не поддерживают. Если бы они это делали, они бы не делали его второстепенной фигурой в повествовании, которое делает его невидимым. Чингук не чье-то дополнение, у него своя история, свой талант и настоящие, значимые отношения с Тэхёном, с которым он разделил искренние моменты как на сцене, так и за ее пределами. Их отношения развивались годами, они основаны на взаимной заботе, доверии и крепкой дружбе, которая выходит за рамки профессиональных границ. Тэхён всегда проявляет заботу о Чингуке, даже в самых мелких деталях. Легко увидеть, как они понимают друг друга без слов, как они поддерживают друг друга в критических ситуациях и как они поддерживают друг друга. Это не нужно преувеличивать или монтировать, это просто видно. В их отношениях есть естественность, которую многие часто упускают из виду, сосредотачиваясь на теориях или предположениях, не отражающих реальность. Вот почему важно различать то, что мы видим в социальных сетях, и то, что действительно представляет собой уважение к такому артисту, как Чингук. Его не нужно защищать ложными историями или загонять в ловушку отношений, которые ему не принадлежат. Ему нужно следующее: как и любой, кто упорно трудился, он заслуживает того, чтобы его ценили за то, кто он есть, настоящий артист, тот, кто повзрослел в глазах мира и заслуживает достойного отношения. Тревожно, что даже Чимин иногда ведет себя по отношению к Чингуку неподобающим образом. Такое поведение, которое становится все более частым, не следует игнорировать только потому, что они из одной группы. Каждый заслуживает справедливого отношения, и в случае с Чингуком компания должна вмешаться, если ситуация влияет на его имидж или благополучие. Между Тэхёном и Чингуком есть то, как они относятся друг к другу, что не требует объяснений, это не основано на заявлениях или преднамеренных жестах. То, что их объединяет, очевидно в их повседневной жизни, в тех маленьких поступках, которые они совершают, не задумываясь. Когда они вместе, их поведение меняется, но не по необходимости, а как нечто естественное. Им не нужно говорить, что им комфортно друг с другом, это очевидно.